Всем привет! В этом видео будем собирать одну интересную настенную панель. Это портал с аркой и с гипсовыми колоннами. Появился он из-за вот этой трубы вентиляции, которая вдруг возникла. И нужно ее красиво обыграть. Должно получиться вот так. Из заданных размеров у нас есть высота от пола, высота от потолка, высота ступеньки, высота по арке. Все остальное делается по трубе. То есть ширина, глубина и глубина вот этой вот мелкой части. Как слева получится, такая же должна быть справа. Сейчас мы сделаем разметку и посмотрим, что у нас выйдет. Горизонтальный уровень отбиваем с обычным лазером, а то, что нужно сделать параллельно стене по 90 градусов, выставляем с осипостроителем. Итак, разметка для основной части этого настенного портала у нас готова. Есть линия параллельно стене, которая идет. Есть разметка для верхних выступов, для нижних подиумов и для самих колонн. Разметку мы сделали таким образом, чтобы она после обшивки была бы одинаковая. То есть левая часть одинаковая с правой. По линиям разметки засверливаем направляющие профиля. Засверливаем сразу все, чтобы потом заниматься только сборкой и не пылить лишний раз. Кстати сказать, очередность сборки левой колонны этого портала и правой колонны будет разная. Это из-за того, что у нас не одинаковое основание внизу, а верхняя часть будет примерно одинаковой, с косыми растяжками. Из-за того, что у нас потолок из гипсокартона и грузить его нельзя, мы будем ставить вот такие косые упоры. Можно сразу закрутить и гипсокартон. По гипсокартону делаем разметку и вкручиваем направляющие профиля для правой верхней стороны колонны. Просто зачастую каркас удобнее вшить по размеченной поверхности, чем собирать профиля в воздухе и выравнивать их по 2-3 направлениям сразу. Чтобы по нескольку раз не переставлять лазеры, мы снизу делаем то же самое, что и сверху. То есть прикручиваем гипсокартон и делаем разметку для профилей периметра, для нижнего подиума. Здесь мы тоже вшиваем направляющие профиля и собираем достаточно мощный каркас. Монтажных схем для таких коробов наверняка существует немало. Но мы выбрали вот такую схему. Переднюю часть подиума мы закрыли в один слой, а верхнюю в 2. Теперь я могу встать на него ногами и попрыгать, ничего с ним не случится. А наверху мы ставим еще одну растяжку для левой стороны колонны. Как видите, этот профиль чуть длиннее, потому что проходит мимо бетонной колонны, в настенный периметр. Здесь мы тоже сначала прикручиваем гипсокартон, для того, чтобы сделать по нему разметку. Затем вкрутим 3 направляющих профиля и установим пару CD-шек. Так мы соберем каркас для верхней части колонны. Итак, по железу верхнюю часть колонны мы собрали. И благодаря растяжкам, ее можно как угодно нагрузить литым гипсом, она не будет передавать нагрузку на потолок. Следующий шаг. Нам нужно сделать каркас для передней части колонны и боковой с левой стороны. Опять выставляем осипостроитель, делаем разметку и вкручиваем каркас. После монтажа профилей периметра лишний гипсокартон с правой стороны можно удалить. Устанавливаем горизонтальные перемычки из CD-шек. Переднюю часть каркаса мы выровняли под рулетку, а боковую сторону под лазер, потому что разметка у нас была сделана тоже под лазер, а не параллельно штукатурной стене. Зашиваем боковую сторону колонны гипсокартоном в один слой, со стыковкой торцов на перемычках. Затем прикручиваем гипсокартон на переднюю часть колонны.
принципе, с правой стороной этого портала мы закончили. Напомню вкратце очередность сборки. Сначала у нас была одна боковина, затем вверх-вниз, затем вторая боковина и передняя часть. С левой стороны портала из-за вентиляционной трубы у нас ситуация совершенно другая. Тут надо сначала сделать переднюю часть, ну и боковой каркас тоже. Затем к этой передней части прикручивать верхний выступ и нижний подиум. Для того, чтобы не тянуть время и не показывать одно и то же, каркас мы уже собрали. Он обычный. Но в принципе по картинке и так понятно, что к чему. Закручиваем гипсокартон на переднюю часть колонны и на боковую. Затем по этому гипсокартону делаем разметку, горизонтальную и вертикальную, и вкручиваем туда каркасы, такие же, как и с правой стороны. После обшивки гипсокартоном колонны приобретают одинаковый вид – симметричный. Теперь можно сделать разметку для полукруглой середины. Для разметки горизонталей используем лазер, а для дуги сделаем шаблон. Вычислить неизвестный радиус по двум известным значениям не составляет труда, если вы помните немножко школьную геометрию, а конкретно вот эту формулу для радиуса сегмента круга. В этой формуле h – это высота сегмента, и c – это длина сегмента. После всех вычислений у нас получился радиус равен 185 сантиметров. По этому радиусу мы вырезали шаблон из гипсокартона, приложили его на стену по двум точкам, начало дуги и середина, и нарисовали по нему линию. На прямых периметрах, которые сбоку на колоннах, у нас прикручены удешки. Они немножко подрезаны и согнуты. А по настенной дуге мы засверлили змейку. Она порезана на сегменты по 6 см и крепится дюбелями с шагом через одно звено. Закручиваем гипсокартон на верхнюю переднюю часть нашего портала. Здесь куски по 1,20 м, для того, чтобы стыковка происходила заводскими краями. Так удобнее для отделки. На внутренней стороне гипсокартона рисуем радиусную разметку с помощью тех же шаблонов, которые мы использовали для стены. Края сегмента уже есть. Нужно найти его середину путем деления пополам и перенести лазером его высоту со стены. Устанавливаем перемычки и для удобства срезаем лишний гипсокартон на расстоянии 1 см от линии разметки. По линии закручиваем змейку. К гипсокартону накрепится на 25-й саморезы и к перемычкам изнутри на саморезы по металлу. Лишний гипсокартон срезаем. Устанавливаем горизонтальные перемычки шагом 40 см. Здесь они нужны не столько для того, чтобы к ним лист прикручивать, сколько для того, чтобы лицевая сторона портала находилась бы в одной плоскости. На получившийся каркас закручиваем снизу гипсокартон. При обшивке радиусных элементов, если у вас, например, мало времени, а закругления очень крутые, гипсокартон можно подрезать на сегменты. А если у вас времени много, а закругления достаточно плавные, то можно гипсокартон намочить и аккуратно согнуть. Но вот так выглядит портал с колоннами и аркой перед отделкой. Белый вариант. Это уже после установки уголков и шпаклевки, но перед монтажом гипсовой лепнины. Внутри арки предполагается точечная подсветка. По краю изогнутые и прямые багеты. На подиумах будут стоять колонны из гипса. Целые колонны или пилястры мне неизвестно, но в любом случае будет красиво.
На этом наш сюжет про сборку декоративного портала из гипсокартона заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!